Рассказ называется «Соболек». Он родился в укромном гнезде старого кедра, как его брат и сестры. Все они были еще очень беспомощны, размером в полхвоста своей матери, быстрой черной соболюшки. Она усердно кормила детей молоком, и через месяц у них приоткрылись глаза и уши. Однако прозрели не все соболята. Один остался слепым. Позднее, когда мать соболиха стала носить желторотых птенцов, зайчат да мышей и проводить показательные уроки охоты, слепой соболек не участвовал в этом. Она подносила незрячему щенку пищу поближе, недовольно урча при этом. Тогда слепорожденный схватывал живность и, добыв ее, съедал. Правда, поесть принесенной матерью еду слепцу не всегда удавалось. Шустрые сестры и братья обижали его. Он не доедал и отстал в развитии. Летом почти все щенки стали выходить из гнезда, чтобы поесть голубику, она росла поблизости. А у него же селенок хватало лишь на проводы их до порога. А месяц спустя его единопометники, превратившись в пушистых стремительных бестий, и вовсе исчезли. Ушли в дальнюю тайгу в поисках богатого пропитания. А он, недоразвитый и малоподвижный, так и остался в родном опустевшем гнезде. Мать какое-то время навещала еще свое чадо, иногда приносила ему еду, а когда пошел первый снег, она и вовсе забыла о нем. Надвигалась зима. Морозы и снег не предвещали слепому ничего хорошего. Но случилось маленькое чудо. Соболю повезло. Рядом с гнездом оказалось небольшое болото, поросшее камышом да осокой. От сентябрьских морозов эта трава потемнела и упала. В октябре ее снег придавил, на радость полевым мышам. Сбежались они на зимовку к этому болоту под теплое двойное одеяло. И пищи хватало на нем, разные корешочки и семена. Так появился рядом с соболиным гнездом город мышей. Возня мышей, их писки звучали в его ушах постоянно и будоражили слепого щенка. Но как уйти в темную страшную неизвестность? Однако голод не тетка. Коротенькими шагами, натыкаясь на колоды и прутья, внимательно вслушиваясь, соболек пошел на охоту. Его очень сильно манили звуки еды, а вскоре он уловил терпкий запах мышиных жилищ. Когда запах усилился, врожденный инстинкт упорядочил действие. Соболек замер, напрягся весь в слухе, превратился в пружину из мышц. И только в гнезде мышей раздалась пискотня, инстинкт безотказно сработал. Короткий точный прыжок, и добыча уже в зубах. Насытившись, соболек лег отдохнуть. Вскоре он подумал, что оставаться на открытом месте это опасно. Хищники рыскают, и мороз все крепчает. Даже теплая шубка не спасет, надо спешить в свое гнездо. Так постепенно пришли жизненный опыт и утверждение в собственных силах. Впоследствии соболь освоил угодья с другой стороны гнезда. Там рос на холме бор-брусничник. К осени в нем созрели сладкие ягоды, которые, не осыпавшись, скрылись под снегом. Соболек наткнулся однажды на них, и меню его стало богаче и разнообразнее. На бору обитали полевки другой разновидности, красно-серые. Их оказалось проще ловить, чем экономок, неохотно выбегающих на снежную поверхность. А красно-серые болотную траву не любили. Жили они под кронами сосен и мудро кормились зимой за их счет. В октябре, когда молодые побеги ветвей накапливали много питательных веществ, эти существа ловко взбирались на невысокие деревца и отстригали их. Затем уже на полу они выбирали самые малосмольные веточки, которые стаскивали под ближайший валежник или под кроны деревьев. Стоило выскочить красно-серой из уютных глубин спальной норы, прошмыгнуть 5-6 метров по снегу, как она восседала уже в закрытой столовой. На этих коротких и узких дорожках и ловил наш соболек упитанных красно-серых мышей. Но в бору была опасность для соболька. Красными мышами также кормилась бородатая неясыть. Выпучив желтые круглые глаза, похожие на пятикопеечные монеты, страшилище, не мигая, смотрело из мрака ветвей на конкурента. Сила его оценивала. И решила однажды сова расправиться с этим нахалом, а заодно и поужинать хорошо. Но соболь, хоть и слепой, оказался тоже не лыком шит.
К этому времени он уже окреп, а как известно у слепых, слух обостряется. Теперь с таким тончайшим слухом совий бесшумный полет издали смог уловить. В тайге разыгралась при свете луны жестокая схватка. Слепой соболь наказал сову и на правах победителя съел соперника, а мягким совиным пером утеплил свое гнездо. Вскоре закончилась долгая и холодная зима. Весной мать его в гнездо не вернулась. Может, попала в капкан или новых мальцов в другом месте родила, никто не знает. Соболек стал единственным владельцем этих апартаментов с периной из совиных перьев. Летом жилось получше. Тепло, и корм добывать стало легче. На болотце ожили медлительные лягушки, вывелись разные крупные насекомые, а в сосновом бору находились гнезда дроздов, синехвосток и кедровых, созрели ягоды и шишки на кедрах. Слепой соболек обучился паданку находить и выедать из нее лакомые орешки, которые тоже на зиму запасал. Эта история про соболька не вымышленная. Год назад промышлял я соболей в ноябре. Зашел в какую-то незнакомую мне пать. Вниз, спускаясь вниз, набрел под вечер на травяное болото. Оно запомнилось мне тем, что снег по нему очень уж странно был кем-то заслежен. Старые свежие тропинки пересекали снежное поле очень прямолинейно, как по нитке, а преграды, кочки и кусты входили в самый последний момент. Такого я еще не встречал и растерялся в догадках. Но выявить хозяина следов я так и не смог. Над хребтами морозно светились уже первые звезды. Верный признак того, что лайка моя подалась зимовью. Такой уж дурной привычкой она обладала. А без ее чуткого носа, да еще и в сумерках, рассчитывать на успех было глупо. Так что я тоже побрел собаке вослед. Вскоре я уехал домой в деревню. Тайна странных следов все же открылась, но годом спустя. Нежданно это произошло, волею следующих обстоятельств. Лайка-стрелка, путаясь во множестве следов, бегала всюду. Мне оставалось одно – медленно двигаться по тайге и слушать ее полай. Стрелка залаяла днем, ближе к обеду. Я прислушался. Лаяла где-то далеко. Характер лая был соболиным, серьезным, то есть. На белку стрелка лаяла по-другому, гавкала, как бы от нечего делать, то звонким, то глуховатым лаем, как в бочку. Получалось, что лайка соболя загнала в корни. В ногах появилась приятная легкость, и я быстро побежал в сторону лая. Близким он показался минут через 30, раздался где-то в паде. Я мигом скатился под гору и очутился перед знакомым по прошлому году болотом. Те же загадочные тропинки пестрели на нем, будто и вовсе не исчезали. Стрелка мельтешила черным пятном в том месте, где соединялись эти тропки, под кроной большущего кедра. Увидев меня, лаять она перестала и мигом залезла опять в нишу между корнями его над снегом. Стрелка залезла вовнутрь вся, только хвост крючковатый остался снаружи. Из-под него полетели совиная голова, полевки, застывшие в разных позах, цветастые перья, брусника, останки насекомых, кедровые орехи и многое другое. Стрелка выгребала эти предметы, азартно визжала, командам моим не подчинялась, пришлось ее вытаскивать силой. Всю в перьях, в трухе и земле, похожую на смешное ожившее чучело. Умные собачьи глаза выражали азарт, недоумение и упрек. Как будто она сказала: «Ты зачем меня вытащил оттуда, тупень? Я же его почти схватил». Стало понятно, стрелка обнаружила гнездо. Соболек прятался, видимо, там внутри. Чтобы в этом убедиться, я оттолкнул собаку и сам полез в гнездо. Темнота занимала большое пространство, в глубине мне по грудь, в ширину свободно входили мои плечи. Пахло в ней чем-то прелым, напоминало запах грибов. Я протянул руку и нащупал вверху пустоту, уходящую вглубь дерева. И вот из пустоты сверху я услышал четкое рычание, или даже сказать урчание, недовольное и злое. Это урчание стрелку нервировало до истерики. Подстегнутый азартом, я почти закричал: «Здесь он, стрелка, здесь, сейчас будем брать!» и вылез наружу. Собака будто бы поняла и мешать перестала, только бегала вокруг кедра и поскуливала. Разжечь костер у входа в гнездо оказалось 5-минутным делом.
Когда он хорошо задымил, я, размахивая курткой, стал загонять дым внутрь убежища. Соболь, нанюхавшись дыма, не выдержал и скатился вниз. Тут я и поймал его. Зверек оказался маленьким, темным самцом. Я поднял зверька вверх, он отчаянно отбивался. Грыз и царапал рукавицу острыми когтями. Стрелка азартно лаяла, прыгая рядом. Она просила заслуженной награды. Ей хотелось хорошенько помять зверька. Я хотел уже было дать ей соболя помять, обычай такой, да вдруг остановился. Вид соболиной головы меня насторожил. Она была похожа на мордочку новорожденного щенка. Присмотревшись, я увидел, что глаз не было видно. Может, с перепугу он их закрыл, подумал я. Как оказалось, глаз не было совсем. Вместо глаз пучки светлых волосков, и я был в шоке. Маленький слепой зверек в тайге сумел перезимовать и выжить. Это просто чудо. У меня чувство гордости за этого соболя, и я решил забрать с собой его. А что бы вы сделали на моем месте? Следующую зиму он мог бы не пережить. Стрелка вся излаялась, видя, что я несу соболька на руках. Зверек затих и успокоился, как будто почувствовал, что ничего плохого я ему не сделаю. Так мы пришли к зимовью. Ну вот и все. Скажу только, что соболька я назвал Пушок. И живет у меня он дома. Поначалу он боялся из домика своего выходить, но любопытство брало вверх. Он стал выходить, и всю свою территорию в клетке обошел, обнюхал, пометил. Теперь это его дом. Стрелка поначалу рычала и косилась на него, но потом привыкла. Летом вывожу Пушка гулять в вольере из сеток, а Стрелка бегает вокруг вольера, как бы играть зовет его. Но Соболек как-то не очень с ней хочет играть. Вот и все. Спасибо, что слушали. Подпишитесь на мой канал.